Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – слухи о тебе. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе, и мы посмотрим ваш портрет. Кто вы, кто пришел на расклад. От вас веет теплом, веет какой-то радостью, позитивом, энергия. Вы можете быть энергичны, внутренняя энергия исходит. Этой энергией вы можете заряжать других людей, на вас смотрят, улыбаются. С вами, возможно, хотят контактировать, общаться, заводить контакты, связи и так далее. К вам тянутся, хотят с вами дружить, хотят тоже взять у вас этого самого тепла. Тут показывает мужчину рядом. Здесь мужские энергии могут быть. Также, я вам скажу, к вам тянутся мужчины. Хоть у вас и мужская энергия есть, но здесь энергия скорее внутренняя мужская. Здесь человек зарядка. Вы заряжаете не только женщин, но и мужчин. Смотрите, мужчины благодаря вам хотят что-то делать. Неважно что, да, но вы их склоняете к каким-то действиям. Не специально, не давлея на них. А вот именно они смотрят, вот, например, хотят вам помочь. Притом здесь есть сила внутренняя, вы сами все можете, вы сами можете справиться. Но тут вот именно образ такой женщины, которой хочется помочь. Чувствуешь себя рядом с ней мужчиной. Очень вы красивая, вы притягиваете еще и внешне окружающих к себе людей. Человек, который любит природу, человек, который любит разные природные условия. Неважно, на улице будет дождь, вам тоже приятно это. Бывает, люди сидят дома, не выходят. Вы же можете выйти, прогуляться. Не мешает вам это. Вы найдете во всем какую-то выгоду. В том плане выгоду. Вас не омрачает такая погода. Возьмете что-то, поделаете. Вот из всего изымаете выгоду. Человек, который пользуется каждым мигом в своей жизни, не упускает каждого мига, в каждом миге есть жизнь. Стремление куда-то есть такое ярое, активное. И, в принципе, вы человек, который задаете тон, задаете моду, задаете какое-то направление. Здесь могут быть люди такие вот, как революционеры, идейные люди. Выдвигаете идею, за вами следуют, потому что это не просто идея, это идея, которая несет в себе какой-то смысл. Такие подвиги яркие, сильные подвиги. На что-то вот такое склоняется. И поэтому, скорее всего, люди к вам, может, даже и прислушиваются, или пользуются вашими советами, или идут за вами. Почитают вас люди. Общество есть, но вы вот как-то, опять-таки, здесь человек, который пока отстраняется на какое-то время. Возможно, даже вы здесь занимаетесь какими-то заработками. Вы хотите что-то купить, приобрести, возможно, на что-то даже копите, откладываете, или у вас есть цель какая-то. Вы сейчас думаете об этом. Даже, я бы сказала, здесь кто-то вот копит деньги, например, чтобы освободиться от чего-то или быть независимой от кого-то, от чего-то, от каких-то условий, может быть. Вы не любите, кстати, еще когда над вами давлеют, когда вами командуют, когда вы в зависимости чьей-то. Поэтому вы сейчас, скорее всего, сосредоточены на отделении вот этого какого-то от давления уходите кого-то или чего-то вообще. В принципе, да, здесь может быть даже и кредит тот самый, он давит на вас, или долг, и вы хотите освободиться от этого. Здесь очень человек много работает, и я бы сказала, вы себя любите, вы вроде как на что-то и откладываете, или цель держите, но вы о себе не забываете. Здесь, возможно, человек даже покупает себе что-то такое красивое, то, что его украшает. Ну и радует в том числе. Вы любите жить хорошо, вы любите жить в достатке, вы любите, чтобы вам на все всегда хватало. Здесь семейные, возможно, смотрят люди, и люди, у которых еще живы родители, да, или кто-то из родителей, а кто-то здесь, я бы сказала, вот прям близок к какому-то родителю. Очень близок или делится чем-то сокровенным с родителями.
Здесь еще также есть чувство традиции вот это исполнять, как мама, папа делали. Тоже может такое проходить. Традиции какие-то. Вы всем помогаете. Возможно, родителям даже финансово, материально. Кого-то содержите, кто-то здесь вот на самом деле кого-то опекает, старого, больного человека. Или же вы всегда несете деньги, помощь, вернее, может и денежную помощь родителям в первую очередь. Есть человек, который силен внутри. Здесь даже если это девочка, вот да, здесь проходит именно детство. Девочка маленькая, она уже думает о заработках, о деньгах. И сильная, сама со всем справляется. Но тут вы хотите и любви, и денег, и возможностей каких-то на сегодняшний день, чтобы вам предоставилась возможность. Возможно, здесь кто-то ждет человека в свою жизнь, как помощь, как любовь, все в нем рассматривает. По жизни своей победитель, идете до конца, идете верно, возможно, сейчас держите какое-то направление, и это направление верное, целите туда, никуда не засматриваетесь по сторонам, вы идете к цели, смотрите на нее и делаете что-то. Возможно, будете, даже я бы сказала, скоро будет скорость какая-то, вы будете быстрее принимать решения, быстрее работать над этой целью, вернее, чтобы добиться этой цели. У вас будут возможности, у вас будут на это и финансы. Может быть, даже это открытие чего-то, на это же требуются средства, и у вас будет это. Или, возможно, даже получение помощи от кого-то материальной. Также бумажной тоже. Да, вы стремитесь даже еще и не только к независимости, но чтобы у вас было все. Возможно, здесь еще такие люди могут смотреть, раньше не было ничего, или раньше я ходила в одном и том же, или я не могла чего-то позволить, но именно показывают, вы стремитесь к тому, чтобы чувствовать себя спокойно и могла себе спокойно что-то позволить. Вы сейчас пока находитесь в одиночестве, внутреннее одиночество. Вы даже в толпе, но вы в своих мыслях в одиночестве. Много работаете, и мысли ваши связаны с заработками. У вас будут деньги. У вас будут деньги из-за какой-то работы. Возможно, здесь даже, я бы сказала, ваша цель – это деньги, и вы к ним придете. Здесь главное не сбиваться с цели. Здесь вот делать все максимально то, что касается вашей цели. У вас будут даже, я бы сказала, возможности, все связанные с вашим желанием, с вашей целью. Возможно, это было и желанием. Вот так. Человек вы такой стойкий, стойкий оловянный солдатик. Вы, знаете, не боитесь не то что погодных даже каких-то условий, вы не боитесь чьего-то давления в ваш адрес. Вы не боитесь каких-то сложных ситуаций уже. Вы, возможно, их быстро самостоятельно решаете. Именно быстро, со скоростью. У вас, знаете, после вас остаются какие-то такие теплые, приятные впечатления у людей, воспоминания, возможно. Здесь у вас очень теплое, такое приятное сердце. Но вот как-то как будто бы людям вас не хватает. Кто-то, возможно, даже скучает за вами. Может быть, подруга, да, или, в принципе, это могут быть и родители, скучают за вами. У кого-то именно кто-то близкий за вами скучает. Так, хорошо, смотрим дальше. Слухи о вас. Какие слухи? Может быть, распускают или, в принципе, ведут о вас? Давайте посмотрим. Сейчас думайте только о себе, никого не загадывайте.
Здесь мужчина о вас говорит. Сразу говорю, что здесь говорит о вас мужчина, у которого сейчас нету денег. Или произошли какие-то финансовые сложности, трудности. Незрелый мужчина. Он говорит о том, что вы чертовка, еще та. Вы влюбили в себя, ушли и оставили ни с чем. Вам важны деньги, ресурсы. Вы любите богатых людей. Идете по головам, да, из-за денег или когда вам нужны какие-то выгоды, деньги. Также может говорить о том, что она дает такие чувства. Ты вот как ходишь под пеленой какой-то, да, как с закрытыми глазами, и ты на это идешь. То есть он может говорить, что она заморочила мне голову собою. Он очень много думает и говорит о вас, рассказывает, делится. Также, что вы, знаете, вот как некий такой да, от вас чувствуешь состояние зависимости, без вас не можешь. В то же время боишься этого состояния, боишься в вас влюбиться, потому что вы, знаете, вот он как считает, вы коварная такая, вы влюбите в себя, но возьмете то, что вам надо, воспользуетесь. Он говорит о том, что вы воспользовались его чувствами или же... Вот знаете, как нашла дурачка. Нашла во мне дурачка и воспользовалась. Здесь это мог быть брак. Ваш брак. Да, здесь состояние такое у человека. В то же время есть чувства остались. В то же время человек чего-то не дал, да. Притом вы что-то взяли. Или взяли с процентом, как он может считать. Он влюбился по уши в вас. Вы специально это делали. Вы влюбили в себя, он говорит, специально, чтобы получить выгоду. Вы умеете манипулировать. В итоге она ушла и оставила без чувств, без каких-то финансовых средств. Также здесь человек говорит, что вы на самом деле все это делали с помощью каких-то манипуляций. Или же вы колдовали. Знаете себе цену, и в глазах других людей вы хотите показаться лучшей, нежели вы есть. Видит то, что вы всегда думаете о каких-то деньгах, о перспективах. Вы ищете себе богатого мужчину, но вы будете ему врать. От вас надо прятать свои деньги, как он говорит, скрываться. Кстати, здесь мужчина, я вам скажу сразу, незрелый и глупый, который это говорит. Притом, знаете, когда-то вы ему помогли, даже с финансово, или кормили даже его. Вы были в состоянии роста, он в состоянии, наоборот, какого-то... вышли вперед, нежели он, понимаете? Вы зарабатывали больше, возможно, даже, или... вам все доставалось больше, нежели ему. Здесь есть ваша заслуга помощи и, возможно, даже вклада какого-то. Из-за вас человек, он говорит, что из-за нее я не могу построить какие-то свои отношения, не могу даже контактировать, в принципе, с женщинами или... знакомиться. Как будто бы вы поставили, как он считает, какой-то блок
с помощью каких-то магических ритуалов или да, наколдовали что-то, может быть, как он считает, привязала его. То есть вы его, как он считает, привязали ради получения своих выгод, а не любви. Он от вас до сих пор зависим. Ментально, морально. Возможно, вы были с ним в браке или жили вместе долгое время. Для вас эти отношения уже давно ушли в прошлое. Еще какие слухи? Здесь компания людей, общество людей. Знаете, вот тут говорят о том, что у вас какие-то сложности, но вы переступаете, идете дальше. Притом здесь, скорее всего, даже хвалят вас в этом обществе. Хвалят, что вы такая молодчина. Какие-то препятствия, сложности легко решаете или не обращаете внимания, идете вперед. В то же время здесь какая-то женщина, вот она именно смотрит на вас и пытается повторять за вами, потому что у нее самой в жизни какие-то сложности. Видят в вас пример. Вы примерная женщина другим женщинам. Скорее даже еще видят в вас и общительную тоже, веселую, компанейскую даму. Вы оставляете какой-то шлейф, какие-то напутствия, знания. Притом вы можете научить чему-то отдельному. И научили благодаря... Ну, здесь вот благодаря вам решилась какая-то ситуация у кого-то в жизни. Вы, кстати, помогли, протянули руку. Вас, возможно, даже рекомендует эта женщина кому-то. Сидит, не просто обсуждает вас, да, перетирает кости или слухи какие-то разносит. Она вас именно рекомендует с положительной точки зрения. Она говорит, что вам можно или рассказать о чем-то личном, или же вы можете помочь решить какую-то ситуацию для себя. Это касается жизни. Вы можете вот даже направить, вы можете помочь в чем-то разобраться. И вы можете найти какой-то выход, дать отдельный совет. Но здесь я бы сказала, похвала вас, и о вас очень много она говорит. Возможно, даже вот как рекламирует вас кому-то. Вы очень... Она говорит, вы такая стойкая, вы прошли какие-то трудности, которые она у вас видела или понимала, что у вас трудности, но вы, понимаете, помогли и ей в чем-то, и это сработало. Ей еще нужна какая-то помощь, она вот просто слушает вас в какой-то степени, знаете, вот я бы слушала и слушала, или вот какое-то такое есть, что будь вы даже строга, но вы правы. Это не говорит о том, что вы какая-то неприятная, а вот вы можете быть строгой, но в то же время вы строгая учительница, но вы научите. Вот в таком плане. И тут идет речь о том, что она может говорить о вас, да, что вы такая терпкая, сильная, но с концентратом, понимаете? Вы выдадите именно самый концентрат, самую отжимку, а не какую-то воду. Вот так вот. Поможете реально какую-то ситуацию решить. Возможно, даже как консультации, да, вы даете или рекомендации людям. Может, это ваша профессия, и она вас рекомендует. Может, реально даже по профессии. Может быть, вы медик или психолог, кто угодно. Так что, также, вернее, что вы, знаете, очень красивая, за вами, наверное, бегают очень много мужчин. Но вы обнуляете сразу эти отношения, вы берете для себя только самое, я говорю, тоже концентрат дельных мужчин, а не каких-то бестолковых дурачков. Вот так вот. Да, о вас мнение складывается, что вы очень такая конкретная. Притом, вы знаете, можете на себя брать какую-то даже чужую боль.
ответственность, и, знаете, вы в какой-то степени спасатель для кого-то. Вот на себя принимаете боль чью-то или риски берете на себя, но вы конкретно решаете, и вы не боитесь. Вот так вот. То есть здесь положительное мнение о вас. Здесь не то чтобы слухи, здесь, скорее всего, даже распространение такой информации, как рекламы. Вас кому-то рекомендуют и рекламируют вашу, возможно, даже деятельность. Вы человек очень справедливый, и я говорю то, что на вас можно понадеяться, вам можно чего-то доверить, и здесь есть такое доверие по отношению к вам. Окей, смотрим дальше. Слухи о вас. Здесь рабочие моменты, здесь вы скрываете, как они говорят, какое-то свое вот домашнее чего-то, что у вас происходит, может быть, в доме. Скрываете также и финансы какие-то свои, не договариваете, притом считают, что вы ни в чем не нуждаетесь, у вас все есть, подглядывают за вами, за вашей жизнью. Вы очень роскошные, опять-таки красивые, об этом заявляют в коллективе. И знаете, вы постоянно пашете. Вас видят, вот, когда вы постоянно чем-то заняты. Даже вот вы больна, простыли, болеете, но вы приходите и работаете. Или делаете сквозь, понимаете, даже несмотря на болезнь, вы работаете, вы достигаете. У вас говорят женщина. Возможно, или с мужчиной, или мужчине своему. В принципе, здесь общество людей обсуждают вашу деятельность, вашу работу, ваше состояние, как она не устает, как ей вообще удается еще выглядеть при том отлично. Знаете, вы на себя взваливаете какую-то ношу или очень много обязанностей помимо работы. Но как вам удается быть такой терпкой, да еще и при том, знаете, вынести все это на себе, и при том еще выглядеть прекрасно, отдохнувшей. Если бы мы столько работали или делали, что делает она, то нас бы не было в живых. Вы же, знаете, такая очень крепкая. Стоите двумя ногами на земле, не летаете в облаках, четко сконцентрированы на своей работе. Но я здесь не вижу, что, опять-таки, что-то отрицательного. Здесь идет именно положительное у вас. Слушайте, вас здесь везде уважают. Вы здесь пользуетесь даже, вот я бы сказала, авторитетом каким-то. И, знаете, к вам прислушиваются люди. Не считают вас какой-то глупой, наивной, дурочкой. Нет, здесь именно такая конкретика идет из вашей энергии, что к вам прислушиваются. К вам даже, возможно, обращаются за советом. Помоги, пожалуйста, как я выгляжу, подскажи там, или дай напутствие, какой-то совет. Но вы такая конкретная, знаете, бесстрашная, ничего не боитесь. Только путаются в вашей жизни не те люди, как говорится, вы достойны какого-то, знаете, такого отношения к себе как к женщине, вот так вот говорят. Как будто бы об вас кто-то вытирает еще ноги. Или вы, знаете, настолько все тащите в дом, что вы все это делаете, а у вас нет помощи, как будто бы кто-то вами пользуется. Об этом могут говорить, что ваш мужчина, например, пользуется вашими какими-то достижениями, вашими ресурсами и так далее. Тут говорят, что он вам не пара, например, а вам подойдет нормальный мужчина какой-то или более богаче, что около вас какой-то трус, понимаете, трус или паш, или младше вас, или в принципе незрелый какой-то человек, а вы заслуживаете лучшего мужчину.
Да и в принципе тут кто-то удивляется, зачем вам мужчина, если вы императрица. Вы сама все можете без мужчины. У вас женщины очень много. Знаете, они даже не обсуждают, они следят за вами, присматриваются к вашей какой-то внешности, к вашим, даже вот этой стойкости. Тут скорее даже вы для кого-то являетесь примером каким-то. Смотря на вас, делают так же, копируют вас. Говорят, что вы на самом деле такой человек, который будет и день, и ночь пахать, не покладая голову, ради достижения каких-то целей, денег, финансов, карьеры, роста и так далее. Никто не удивляется, что вы на таком месте сидите, потому что она много пашет, работает на износ. Еще и при том умудряется на самом деле чувствовать себя хорошо, прекрасно, свежо. Да, вы для всех толчок какой-то, вот движение какое-то, мотивация. Возможно, люди тоже за вами как-то повторяют, пытаются соответствовать вам, вашим каким-то принципам тоже. Видят вас такую женщину, которая видит цели, не видит препятствий. В какой-то степени расчетливо, но вы заслуживаете этого за какие-то ваши бессонные ночи, труды и так далее. Вот о чем-то таком. То, что вы пашете, вы это заслужили. Вы не сидите на месте, вы постоянно в работе. Да, здесь ведется такое прослеживание, наблюдение. Возможно, даже, знаете, вот люди для себя через вас что-то подмечают и используют в своей жизни. Слушайте, здесь прям вы какой-то гуру для всех. Учитель. Так, какие еще слухи ведутся о вас? Опять вы трансформация. Вы, на самом деле, здесь могут смотреть люди, могут быть и проводники. Но люди, сами того не понимая, да, что вы, может, проводник, они понимают, что вы в жизни их пришли вот не просто так. Вы вот на что-то открыли, возможно, людям глаза, поменяли их жизнь, поменяли мировоззрение. Даже достаточно на вас слушать и на вас смотреть, уже жизнь меняется. Вы даете волшебный, я бы сказала, пинок. Вы вот знаете, как смотрите и на человека, и вот полностью видите его или чувствуете его. Вы, кстати, очень сильно поменялись с какого-то определенного момента, когда люди это замечают, что вы другая стали. Возможно, это как-то на вас повлияли или отношения, или ваша семья. В целом, может быть, вообще какие-то отношения. Люди замечают, чувствуют, что у вас что-то в жизни не так. Но люди еще замечают, что у вас всегда даются какие-то шансы. И говорят об этом, что ей даются шансы, и благодаря вот каким-то шансам она меняется. Она не стоит на месте. Вы, кстати, человек, который не боится принимать какое-то решение. Вот об этом говорят. И принимая какое-то решение, вы меняетесь, вы постоянно меняетесь. За вами даже не угнаться. То, что вы добропорядочный человек. Я бы сказала, тут кто-то может подозревать, что вы ведьма. Или же вы пользуетесь магией, ритуалами для достижения. И поэтому вы такая. Поэтому у вас все так идет. И вы чего хотите, то получаете. Оно не может быть так. Да, вот люди говорят о том, что вот я хочу, но я не получаю. Она вот скажет, и у нее это есть. Или она колдует, или это такой человек настолько твердый, чего задумал, то исполнил, понимаете? К этому прет просто, не идет, а прет. Ну, то, что вы хорошеете и хорошеете с каждым днем,
Возможно, даже омолаживаетесь или принимаете какие-то процедуры для омоложения. Также здесь вы выглядите очень молодо или не по своим годам. Да, вам даже могут очень так значительно много скинуть по возрасту. То есть вам может 50, а по вас видно, что вам 30. Ну вот как-то так. То, что вы любите красиво одеваться, это видно сразу. Или модно со вкусом. Даже у человека вот определенно здесь есть, могут смотреть на ваш вкус и копировать вас. Да, как вы одеваетесь. Здесь говорят, таких мужчины любят. Обсуждают какие-то ваши отношения, обсуждают вашего мужика, то, что вам всегда в мужчинах везет, у вас всегда, даже в мужчинах какой-то определенный есть вкус. Вы выбираете именно таких, которые вы хотите, как говорят. То, что вас мужчины любят, вас мужчины уважают, и, скорее всего, у вас какие-то такие отношения, где вы королева. Или у вас мужчина, который слушается вас. Вы женщина, и в то же время, хоть вы в отношениях, как говорят, но она независимая, что хочет, то делает. Мне бы, например, так не удавалось, как удается вам. То есть у меня все по-другому, да, вот смотрят на вас, что вы на самом деле в доме королева, или задаете тон. Как будет сказано вами, так будет и сделано кем-то. Вот так вот. Говорят то, что у вас очень внутренняя сила, да, то, что вы можете иметь какое-то даже давление, или же вы умеете хитро обходить какие-то острые углы, и тем самым поэтому вам даны такие отношения, что вас слушает, прислушивается, притом вы мудрая женщина. То, что вы хотите, вы получаете. Здесь еще могут думать, что у вас кто-то еще есть, помимо основных отношений. Да, или с кем-то вы там на стороне встречаетесь. Здесь видят то, что какая вы были раньше, видели какую-то наивность или молчаливость. Сейчас же вы не то чтобы распустились, а вот дали какую-то волю себе в чем-то. Такая раскрепощенная стала она, или более общительная, или же более свободная, не боится ничего, не боится даже штрафов или государства, или высокопоставленных людей. Ей не страшен серый волк. Вы, я говорю то, что общаетесь с теми, кто приносит какую-то пользу, или же кто... Вы не любите лицемерных, вы раскусываете лицемерных людей, и вы общаетесь с конкретными какими-то людьми, которые имеют какой-то или вес, неважно в чем вес, этот вес может быть и в слове. Дельные люди сказали, сделали, или пообещали, выполнили, вот такие. И вы по себе такая. Кстати, вам очень много доверяют. Даже вот чего-то такого личного, интимного, да, то, что не скажут другим. Вы, кстати, можете корректировать, поправлять. Опять-таки, здесь признаются в том, что вы можете корректировать их судьбу, влиять на судьбу и менять судьбу. Здесь могут ведущие люди быть. Люди, ведущие с хорошо развитой интуицией, или женщины с даром, которые смотрят. Также здесь и очень хорошие психологи. Здесь вы заглядываете не на человека, а внутрь него, очень глубоко. Видите все или видите насквозь людей. Кстати, здесь кто-то может так и заявлять, что она видит насквозь. Поэтому ей лгать не стоит. Вот так вот. Бесполезно. Вы все, вы знаете, просканируете. Что еще говорят о вас?
То, что вы очень жестко придерживаетесь каких-то какие-то вот моральные принципы, убеждения, взгляды, традиции. Это может даже касаться, знаете, вот веры во что-то жестко. Вас нельзя переубедить, с вами нельзя спорить, это бесполезно. У вас есть доказательства, факты. Слухи о вас, ну то, что вы знаете, тут могут кто-то даже думать, что вы тиранша, тираните кого-то, да, или давлеете над кем-то. Здесь, кстати, еще может речь идти о том, что вы материалист, человек, который склонен идти по головам ради каких-то заработков, ради каких-то денег, карьеры, роста своего. Именно в финансовом плане. Побаиваются вас. Но здесь, я вам скажу, информации половины вообще... Вы знаете, то, что видят, кажется одно, а то, что внутри вас, это другое. Здесь даже есть какие-то сомнения и, знаете, любопытство покопаться в вашей голове. Любопытство покопаться в вашей жизни, вообще понять вас. В какой-то степени вы являетесь интересным человеком, потому что вы в какой-то степени являетесь для кого-то загадкой. Такая нераскрытая книга. А у вас вот догадки ходят. Догадываются люди. Что вы не боитесь более... Если вам изменить, вы пойдете, переступите, пойдете дальше. Вы не будете плакать, о чем-то сожалеть. Вы имеете в руке меч, в руке даже жезл, и вам на самом деле ничего не страшно. Вас нельзя вот как-то подколоть, укусить, да, вы вот тоже опять-таки или сгладите, или пройдете мимо. Вас нельзя задеть. Иногда даже вот бывает, вы настолько теплы и приятные, что вот как вас не пытайся задеть, это все вот этой добротой или таким вот... Вы умеете, говорю, везде, любые углы сгладить. И вот это ваша какая-то доброта именно, но не дает месту подкопаться под вас, подрыть, понимаете, или сделать что-то вам неприятное. Вы умеете даже, вот знаете, улыбочкой, вот этим вот позитивом оттолкнуть токсичных людей или какую-то опасную ситуацию или какой-то спор. Умеете сгладить. Слухи о вас. Здесь, кстати, кто-то догадывается, что у вас могут быть какие-то проблемы, но вы вот знаете, эти проблемы, опять-таки, не попросите помощи, решайте их сама. Даже при том находиться можете в острых ситуациях, но вы никого не просите. Вы пытаетесь все решить сама. И вам кажется, здесь люди так смотрят на вас, что если... Почему она никому не обращается? Потому что вы сами понимаете, что вы лучше это решите, эту ситуацию. Даже повесить какие-то занавески, вы сами это лучше сделаете, нежели кого-то попросите. Вот так же в работе, так же вот в каких-то моментах бумаги. Я сама лучше прочту, я сама переберу, я сама вот все сделаю. Потому что здесь, знаете, даже вот люди вас могут считать, что вы такой человек, который... докапываетесь до мелочей или вот копаетесь, да, вот вы сделаете на самом деле что-то лучшее, потому что вы очень скрупулезны, скорее всего. Может быть, в работе вы показываете или проецируете вот эту свою скрупулезность и работоспособность такую.
Когда вы злитесь, вам не к лицу, да, и к вам лучше в этот момент не подходить, когда у вас какое-то такое состояние, или вы работаете, или чем-то заняты, нельзя вас отвлекать, или на чем-то сосредоточены. Притом, когда вы злитесь, тоже к вам лучше не подходить, иначе полетит какой-то камень тяжелый. Но вас боятся потерять. Притом, даже вы, когда злитесь, вас боятся потерять. Здесь конкретно может даже указывать на кого-то определенно, кто так говорит или думает, хоть она и такая, да, серьезная, строгая, я боюсь ее потерять. Потому что, я говорю, здесь человек какой-то проводник или человек, который помогает. И вас из-за этого боятся, вы ценны. Вы, возможно, даже, вот хочется сказать, восстанавливаете чье-то здоровье или лечите чьи-то души. Притом ценный работник, который разбирается в чем-то. Слушайте, здесь положительное. Вот что удивляет, я думала, сегодня что-то там посыпется. Слухи о вас. А здесь слухи идут в вашей семье. О том, что вы на сегодняшний день вот как-то или отдалились, или чем-то своим заняты, но причем это уже на долгой основе, чем-то вы заняты. Да, не даете какую-то информацию, чем-то там не делитесь. Притом заняты, возможно, делами, работой, связано все это с карьерой, с материальным чем-то. Вы вся там погружены. Возможно, у вас даже времени на кого-то нет. Здесь может быть кто-то отчаянный сидит или грустит, или скучает по вам, да, или даже вот может здесь идти разговор, что вы обиделись, что ли, что вы не общаетесь. Притом, видя, да, какую-то вашу работу, деятельность, которая занимает все ваше время, пространство, да, вы вся там, в делах каких-то, обязанностях, может быть, домашних, но вот хоть бы позвонила, а может быть, она обиделась, а может быть, она не хочет с нами чем-то делиться. Вы хотите просто вот какое-то успокоение. Люди здесь опять-таки перемешивают то, что вы обиделись на них, поэтому вы не в контакте. А может быть, да, здесь еще опять какой-то у вас груз, камень, тяжесть какая-то есть. Вы этим не поделитесь. Или, да, опять-таки, пережевываете сама этот камень, понимаете, внутри себя. Но не поделитесь, не попросите помощи. Возможно, даже, вы знаете, как они могут считать, что к нам пропало у нее доверие. Поэтому она с нами не делится чем-то важным, то, что у нее болит внутри, и она это переживает сама. Взваливается на себя что-то. Также, смотрите, здесь говорят о том, что вы хотите быть в чем-то крутой или знаменитой, или популярной. Вот к этому вы идете, но вы не замечаете, что есть родные, близкие, и которые вас ждут. Вот так они говорят, да? Она про нас забыла ради своей победы, ради своей там чего-то славы, карьеры и так далее. То есть как будто бы вы вся поглощены вот какой-то карьерой, звездностью, популярностью, да, или вы хотите стать популярной, вы все туда, вся туда. Даже забываете, как они считают о своих любимых, о своих родственниках, что это ни к чему хорошему не приведет, да, то, что вы потом будете плакать. Или плакать, когда меня не будет. Кто-то вот конкретно может так и заявлять об этом. Очень, очень любят и ревнуют вас. Или вот на самом деле какой-то недостаток какого-то внимания, общения с вами.
Человек даже начинает в себе искать какие-то вот недостатки из-за того, что вы не общаетесь, да, может быть, я что-то не так сказала, или же мне она не доверяет, да, может быть, но в себе начинает что-то выискивать. Притом в какой-то степени такая легкая, знаете, обида, то, что вы не обращаетесь к этому человеку. Это скорее родственники могут думать, что вы отвернулись ради, опять-таки, своих дел каких-то. Туда время все свое инвестируете. Притом здесь видят в вас какой-то потенциал. Здесь видят, что у вас даются какие-то вам в жизни возможности, что-то у вас получается, или вы много чего добились, да, возможно, есть какие-то у вас достижения, и вы хотите больше. Да, здесь могут даже люди расценивать это как жадность, например, или же ради чего-то вы готовы, да, бросить родственников или не общаться с ними ради каких-то своих побед, ресурсов, может быть, даже денег. Да, что деньги это кандалы такие. Да, вот на этом вы сейчас помешаны, на финансах. То, что они или работа вас заковала и не дает вам места куда-то двигаться, передвигаться или с кем-то общаться. Кстати, здесь вот такое идет неприятное, да, в плане того, что вот ты доработаешься, да, в итоге потеряешь здоровье, например. Или ты доработаешься и растеряешь нас всех. Или мы с тобой, да, потеряешь общение с нами. Или нас, например, не будет живых. И потом будешь об этом сожалеть. Вот какое-то такое, в какой-то степени человек ругается, обижается, да, как ребенок себя, может быть, в какой-то степени ведет. У вас же есть определенно какие-то на самом деле цели, но у вас вот как на все мало времени, вы куда-то на самом деле можете спешить. Но здесь дело не идет о том, что вы как-то плохо к ним относитесь. Да, вы плохо, может быть, относитесь к тому, что вот именно сейчас они вот это думают. На самом деле оно так не является. Они именно начинают копаться именно до глубины в плане того, что происходит, почему так, да, и в какой-то степени как дети обижаться. Хочется сказать, вы-то уже на пенсии, понимаете, а мне, да, еще жить, восстанавливаться или же наращивать силы. Когда я это буду в старости делать? Вот как-то так. Притом, на самом деле, здесь они видят вас, что у вас уже и так всего предостаточно или много чего есть, да, вам этого достаточно, стоит остановиться. То есть они вам в какой-то степени даже встают на пути. Не иди, хватит, отдохни. Всех денег не заработать, иначе, да, разрушишься, иначе что-то, может быть, потеряешь, иначе вот именно, да, какие-то вот, хочется сказать, как это, призывают какие-то несчастья в плане того, что с тобой что-то будет из-за этих денег, а это того не стоит. Это, вот знаете, как одень шарф, мама, да, ребеночку перед выходом, одень шарф, иначе. И начинает весь перечень перечислять. У тебя и грипп будет, и тем заразишься, и так далее. В какой-то степени это забота, опека. С другой стороны, здесь чересчур люди стараются, чересчур пытаются быть, понимаете, таким способом не поможешь. Вы лучше присоединитесь тогда и помогите. Слухи о вас. Что вы женщина самодостаточная и в том плане, что на самом деле здесь могут видеть, что вы никем, ни от кого не зависите или в принципе независимая. То, что вы как раз-таки являетесь манипулятором, потому что у вас есть какая-то сила, у вас есть что-то, может быть, факты или же ресурсы какие-то, что вы
Не боитесь кого-то потерять или отпустить, что вам голову не заморочишь, или же вас нельзя, вот знаете, приковать к стулу. Вы будете делать, что хотите, потому что у вас на то есть средства, возможно, финансы. Или вы на все смотрите шире, вы на ком-то не зацикливаетесь. Кстати, здесь мужчина, скорее всего, какой-то о вас говорит, с которым у вас был, возможно, какой-то конфликт. Опять говорю, какой-то незрелый тип, незрелый мужчина. Возможно, даже обзывается, материт вас. Да, что вы, знаете, нет у вас границ, то, что вы такая женщина, куда хочу, туда лечу, вас остановить нельзя, то, что вам нужен мужик такой, который вот вас посадит в клетку почему-то, да, и только тогда вы будете смиренной. Он хочет почему-то, чтобы вы были перед кем-то смиренной, перед ним, возможно, перед кем не стали смиренной, да, и вот он надеется на то, что появится в жизни ваш мужик, который вас вот приструнит, который вас накажет, который вас посадит в угол, да, и вы не сдвинетесь с места. Почему-то здесь такое желание вас вот приковать куда-то, да, чтобы вы кого-то слушали, там, не слушали его, но слушали другого. Мужик прав, вот такое. Здесь идет какой-то патриархат. Но то, что вы стали слишком умная и стали чего-то там получать или зарабатывать, да, но он говорит, подожди еще, тебе время покажет, да, или жизнь тебе как-то сломает, что ты будешь проходить какие-то трудности, сложности, да, ты почувствуешь, что, например, деньги тяжело зарабатываются, или что эта жизнь тяжела, вот какое-то такое, да, вот и при том с кем-то человек может вести разговор или разводить какие-то на самом деле пакостные слухи о вас, что вы привыкли вот жить, например, налегке. А почему нет? Зачем жизнь усложнять, если ее можно сделать легче? Правильно? Вот здесь, возможно, в какой-то степени даже у мужчины возникает какая-то зависть по отношению к тому, что вам легко дается. Или вы все стараетесь сделать так, что, да, вот как говорится, найти легкую работу и много зарабатывать, или же зачем жизнь усложнять? Вопрос таки. И вот из-за этого, да, человек говорит, вот что вам бы чего-то вот, да, чуть ли не пойти в армию, или вам бы пройти вот какие-то сложности, которые проходят другие люди, пытается на вас что-то перекинуть, что вы никогда не видели сложности, или что вы живете себе как сыр в масле. Да, вот вам бы по жизни чью-то жизнь и вкусить вот этого, понять. Вот какое-то такое незрелое идет. Да, человек хочет вам каких-то, вот знаете, именно желает, чтобы вы чего-то забоялись. Или кого-то, чтобы кто-то вас вот остепенил, что жизнь не так легка. И даже если что-то случится, я вам скажу, вы сразу быстренько из этого вылезете. А вот это ему не нравится. Как это вы так быстро и вылезли? Не-не-не, давай туда возвращайся. Сделай что-то в этой жизни, да, возьми хотя бы лопату в руки. А не так легко получаешь. Да, что-то он говорит, она что-то расслабилась или легко получает. Злится очень, завидует. Здесь черная зависть, здесь не просто зависть, он злится из этого. Ладно, голову незрелых, с больной головы на здоровую перекладывать мы не будем, понимаете? Здесь вот бред человек несет на самом деле. Человек сам пребывает в каких-то сложностях, трудностях и, знаете, вот в чем-то никогда не покается, никогда не выберет путь легче, никогда вот будет, знаете, и сам на дне сидеть, и кого-то на дно это тянуть, или кому-то желать этого дна, да, особенно успешным, возможно, людям, или людям, которым на самом деле легко дается, легко получается. Вы над чем-то вот тут показывают, вы не паритесь, вы берете, делаете, да, например, не получается, пошли дальше. Вот как-то все вот так, как жвачку. А при том, да, здесь есть какой-то труд у вас, здесь идет
из нездоровой головы его какие-то мысли, слухи, возможно, да, тут все что угодно. И человек, понимаете, живет в другой реалии и пытается эту реалию переваливать на кого-то другого. Вот я как говорю, с больной головы на здоровую. Чтобы вы, да, что-то чего-то тяжелого прожили, почувствовали, как дети в Африке мучаются. Вот как-то так вот. А почему? Да, это все так. Потому что человек вас боится, потому что человек, говорю, завидует вам. Он неуверенный в себе человек. Знаете, здесь какой мужчина говорит, скорее всего, здесь может быть или стихия воды, рак, скорпион, рыбы, или же человек, который, в принципе, только говорит, но человек не дело, он не делает, он только говорит, или вы могли тоже замечать, что какие-то строят такие, знаете, воздушные замки, или мечтает только о чем-то. Но здесь нету, по сути, дел к этому. Или все делает, как говорится, через одно место, потому что нет каких-то знаний или навыков, опыта. Ну, то, что вот тут еще такой разговор идет, что вот о национальности здесь может быть, да, или вот о менталитете. Например, что вы не этого менталитета, которого он, да, и вы поэтому вот какая-то такая, не такая. Вот все русские как русские, но вы не русская. Или все, да, вот немцы как немцы, а вы не немка. Хотя вы немка, например. Да, вот здесь может касаться как-то и менталитета, что вы себя как-то не так ведете. Это ваша жизнь. Вы можете вести себя, как вы хотите. Хоть клоуном, понимаете? Это ваша жизнь. Здесь зависть именно. Здесь, кстати, может быть, что отношения с этим человеком закончились, знаете, вот даже что вы что-то вам пришлось и оставить, и отдать ради того, чтобы уйти. Или ушли ни с чем. Также человек здесь ничего не давал. Возможно, много говорил, но ничего не делал. Не давал какие-то действия, конкретику. Вы ушли. Я бы сказала, здесь, знаете, еще такое, может быть, это недавний уход. Или вы закрылись от него. Показали ему, может быть, даже, вот, знаете, как свое холодное отношение или игнор. И человеку это не понравилось. Что раньше все было так, когда вы были послушны, сейчас все идет не по плану. Да, сорвались с его каких-то планов. Поэтому у человека возникает здесь злость. В то же время у вас что-то получается, и на фоне этого возникает даже зависть. Человек, кстати, или под чем-то, или употребляет что-то. Здесь может даже быть, в принципе, его мысли неправильные или искаженные мысли влияют на его как-то сознание, на его голову, на его деятельность. Чего-то у него не получается. Знаете что, ничего ему желать не нужно, здесь помолитесь за него, за его голову. Здесь мстить не нужно, это бесполезно, человек болен. Здесь даже менталка, вот здесь может быть и психическое заболевание, или воспитание родителей. Определенно здесь мальчика, наверное, всю жизнь гладили по головке, или все доставалось с лихвой, с легкостью ему, да, вот как разбаловали. Человек сейчас проходит какой-то вот кармический урок. Возможно, даже человек получил того, к чему стремился, добивался, а это ничего. Вы же получили намного больше. Вы получили из этих отношений какой-то урок. Человек сейчас за что-то расплачивается, я бы сказала, и будет расплачиваться, пока не успокоится, пока не поменяет свое мышление, пока от чего-то не вылечится. Здесь, кстати, может быть на самом деле какая-то психическая болезнь. Или, знаете, здесь человек, вот по глазам даже можете видеть какой-то безумный взгляд у человека. Человек вот как будто бы чем старше становится, тем глупее, да, превращаясь в ребенка. Или же чем старше становится, тем больше усугубляется его какое-то психическое нарушение. Здесь на самом деле
я не смеюсь, здесь лечебницей пахнет. Здесь вот ждет или лечебница, да, или человеку нужно туда ложиться, в эту лечебницу. Может даже обратиться за помощью. Здесь и психолог даже не поможет. Здесь именно лечение нужно. Поэтому не берите близко в расчет, всерьез, к сердцу данного человека совершенно. Здесь с больной головы на здоровую не перекладывается. Здесь все у вас в порядке. Здесь у вас идет на самом деле... Он был урок, он был показатель чего-то. Возможно, уже сейчас даже через расклад вы видите, что происходит и почему так. У вас положение ваше улучшится. Намного улучшится. Это, кстати, даже благодаря этим отношениям. Вы для себя что-то поняли. Оценили себя, возможно, даже с какой-то стороны. Но не стоит возвращаться к этим отношениям. Не стоит даже вестись на провокации или... Не стоит за что-то бороться с этим человеком. Он больной, понимаете? Что толку бороться с больным или доказывать? Ничего ему даже доказывать не надо. Если вы будете ему что-то доказывать, усугубится ситуация. Отпустите его и уходите с миром. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.